Плохие азиатки. Но так ли все плохо? Женись на азиатке, будешь счастлив. Говорили они. Она разобьет твое сердце и ограбит. Говорили другие. Отношения с азиатками обречены, и у нас есть что предъявить азиаткам. Достаточно почитать книги вроде «Приват Денсер» Стивена Лейзера. А российский автор Светлана Шерстобоева собрала целую книгу страшных историй про фарангов и таек и назвал ее лаконично «Тай значит умереть». Книги страшилки несомненно полезны и всем любителям азиаток обязательны для самого внимательного изучения. И сейчас у меня ровно 0 иронии. Истории про отношения с азиатками очень похожи. Однако позволю себе отметить важный момент, который ненавистники азиаток, не только таек, случайно игнорируют. Приведу краткое содержание печальных рассказов про отношения белый плюс азиатка. Он приехал на отдых в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Филиппины и так далее. Вечером в местном баре он встречает ее. Она улыбается, он покупает ее ночь, потом она с ним весь его отпуск. Его любовь расцветает, как весенние помидоры. О, их чувства взаимны. Он женится на своей тайке, вьетнамке, баджике, филиппинке и так далее. А через год она бросает глупого белого мужчинку без копейки денег, но разбитым сердцем. И часто ему еще очень повезло, если он вывернулся из этой истории живым. Подобные истории в 1000 вариантов встречаются на простудах интернетов. Обычно подаются под соусом. Мы вас предупреждали. Выбирай отечественное. В качестве причин, почему такие отношения обречены, указывается разница культур и менталитета. Также отношения убивают языковые барьеры, и они просто другие. Короче, азиатки не про нас. Корень проблем с азиатками. Правы ли они, злобные ненавистники азиатских жен? Несомненно, но все ли так просто? Ненавистники, конечно, правы, но есть нюанс. Лично мне очевидно. Главная причина проблем белый плюс азиатка не в разнице культур-мультур. Люди, да мы женщины отечественного производства понять не можем, что там азиатки. Однако собака порылась не бесконечно по культурной пропасти. О каких проблемах взаимопонимания вообще речь? Все начинается сначала. Где он встретил ее и как? Во всех историях мы видим попытки воплотить сказку из фильма «Красотка». Мужик подцепил в баре чику, то есть представительницу древнейшей профессии, и мечтает о счастье уточки и селезня. О чем вообще речь, если чувак имел глупость жениться на девочке из бара, проститутке? Типа сегодня у нее ставка шот-тайм 50 баксов, а лонг-тайм 100 баксов, а завтра она примерная жена? Вот скажите мне, в какой стране можно жениться на девочке из бара и рассчитывать на счастливую семейную жизнь? Мой ответ – никакой Ляндии. Попробуйте меня убедить в обратном. Успешные отношения с азиатками. Посмотрим на историю обычных интернациональных пар. Они знакомятся скучно, зато не стыдно рассказать родным и знакомым. Например, они вместе учились в языковой школе. Или в экспедиции изучали ислевшие останки динозавров. И вдруг он заметил более интересный объект, чем прах умершей миллион лет назад зверушки. У таких пар банальные истории, которые похожи на отношения из любой страны мира. У кого-то растет пяток детей, другие не сошлись с характерами и разбежались, но никакого трэша и расчлененки. Выводы про страшные истории с азиатками. Истории про удачные отношения с азиатками, короткую любовь и увядшие помидоры, в которых фигурируют девушки из азиатских баров, не показатель. В борделе можно найти удовольствие на ночь, но не спутницу на всю жизнь. Девочки из бара важны и нужны, они украшают серые будни, но не стоит с ними строить отношения. Хочешь создать с азиаткой семью, начни со знакомства, как у нормальных людей. Жену не снимают в баре и не покупают, как собаку на рынке. Возможно, возникнет вопрос. Если я с азиаткой познакомился на работе, например, значит наши отношения будут безоблачны? Вопрос закономерен, ответ тут. Хорошие азиатки, но так ли все идеально?